Что говорится, до соревнований осталась уже неделька. Сейчас как раз самое противное время. Я думаю, те, кто когда-то выступал, те понимают, что организм уже начинает отключаться, уходить в автономный режим, начинает экономить, штанга становится тяжелой, все начинает болеть. Все это ради того, чтобы накопить силы, накопить резерв для того дня X, который выставляется нашей головой и к которому мы готовимся. Поэтому, если вы перед соревнованиями чувствуете, что за последние 1,5-2 недели вы чувствуете слабость, вы чувствуете, что у вас апатия, чувствуете, что все начинает резко болеть, даже то, что еще вообще никогда не болело, это как бы объяснимо. В спорте это объяснимо, как спячка перед бурей, такое вот затишье. Поэтому к этому нужно спокойно относиться. Понятно, что не нужно лезть на большие веса и стараться себе что-то доказать. Это самое опасное, потому что мы меньше всего в данном случае контролируем свое тело и свои возможности. Тут очень важно сохранить стабильную, ровную работу на маленьком весе и сделать так, чтобы мышцы дальше продолжали работать, поступал импульс, ну и не было больших просяков. То, что относительно меня, как я уже сказал, уже осталась неделя, через пару дней я вылетаю. 70 килограмм мне уже тяжело порвать. Скажи, за какой период нужно уже прекращать выходить на тяжелые веса? Все зависит, в принципе, от возраста. От возраста почему? Потому что советская методика, она учила нас тому, что рывок где-то за 14-18 дней до соревнований, ну где-то 90-95%. Толчок, тоже последний большой толчок, где-то за 21 день. Но на это все влияет много факторов, такие как возраст, такие как присутствие или отсутствие травм. Еще такой же немаловажный фактор, как фармакология, вот, потому что это все может сдвинуть сроки непосредственно к соревнованиям. Плюс ко всему саму подготовку. Если подготовка рассчитывалась на то, чтобы выйти в пик на самих соревнованиях, то есть без выходов до соревнований там, на максимальные веса, тогда можно это и ближе подвинуть. Это может быть и неделя, и 10 дней. Но в стандартной где-то методологии где-то 14-18 дней рывок и 21 день толчок. А нагрузка уменьшается во всех упражнениях или только в рывке и толчке? Во всех упражнениях, конечно же, уже объем уходит. Объем уже уходит, остается уже больше интенсивная работа на количество, уже не на количество раз, а больше на непосредственно интенсивность. То есть идет разовая работа и вес чуть больше, чем средний. Вот у меня сейчас вес чуть больше, чем средний. Плюс ко всему, что еще немаловажно, и нужно очень тщательно за этим следить, что в такой период очень сильно падает иммунитет. Опять же говорю, что организм накапливает, и он тянет ресурсы для восстановления со всего, что можно. Иммунитет, конечно же, не справляется от такого количества тренировок, нагрузки. Поэтому в этот период, особенно если это весна-осень, очень легко что-то подхватить. Я в плане имею в виду ОРЗ и всего остального. Поэтому желательно это уже предвидеть и даже какие-то иммуностимуляторы пропить. Это не будет никогда лишним.
Расскажи про свое эмоциональное состояние. Ты ведь давно уже не участвовал в соревнованиях. Не, я кайфово. Вот, в этом отношении кайфово. Почему? Потому что я не чувствую нагрузки. Эти соревнования, они, можно сказать, исключительно для меня. То есть от них не зависит судьба страны, от них не зависит честь команды и все остальное, высота флага. Они исключительно для меня, поэтому ты не чувствуешь нагрузки, ты чувствуешь нагрузку только перед собой. Поэтому это уже, эти соревнования для меня в кайф. И я на них готовился впервые, наверное, не по той методике и технологии, по которым я готовился всегда ранее. То есть, если хочется мне поднимать за 10 дней, я поднимаю за 10 дней максимальный вес. Потому что в первую очередь я делаю это для себя, делаю для кайфа. А результат это уже второе. Мне будет очень интересно выйти впервые на помост за последние 3,5 года. Очень будет интересно поднять те веса, которые я уже не поднимал очень давно. Ну и опять же, вновь почувствовать драйв, кураж, мандраж и все остальное. Потому что, как бы кто ни говорил, знаете, какие бы ни были крутые перцы, и как бы они не рассказывали, что они не чувствуют мандраж и кураж перед соревнованиями, никогда не верьте. Всегда есть волнение, оно есть у всех. Единственное, что с ним нужно находить общий язык и учиться бороться. Вот, учиться себя настраивать, успокаивать и, как говорится, не сгореть раньше, чем придут соревнования. Да. Сейчас расскажу про питание. Еще два немаловажных таких вопроса – это питание и это пальцы. Потому что многие задают вопросы, как часто я работаю с лямками и как часто я работаю без лямок. В своей подготовке любой я практически на 95% всегда работаю с лямками, это что касаемо рывка. Но первый подход 40-70 килограмм я делаю без лямок. То есть я заматываю пальцы и делаю без лямок для того, чтобы просто не отвыкать от этого чувства. Потом где-то за недели 2-3 я начинаю уже включать тренировки, в которых я полностью отключаю лямки. Ну и постепенно выхожу на 100% вес, работаю без лямок. Поэтому к этому тоже нужно прийти. И самое немаловажное, чтобы для этого были готовы непосредственно сами руки и мозоли. Их нужно парить, их нужно чистить, их нужно смазывать маслом, кремом на ночь или днем, чтобы они не потрескались, не порвались. Потому что от мозоли очень много зависит, и часто бывали такие случаи, когда один мозоль решал многие подходы и многие, как говорится, судьбы. Что относительно питания, так как у меня немножко завышает вес допустимый на 3 килограмма, но это норма, у меня с этим никогда не было проблем, с тем, чтобы согнать эти 3 килограмма. Сейчас стараюсь не есть после, вечером уже. Вот. Убрал сладкое. Постарался убрать сладкое. Вот. Ну и как бы смотрю за динамикой. Если динамика такая неутешительная, тогда я уже больше стараюсь работать, теплее одеваться. В принципе, я всегда тепло одет, но больше теплее одеваться, чтобы больше потеть и больше прогонять воду. Ну что, ребята, спасибо, что были вместе со мной в эту подготовку. Все мы тренировались, у кого было, конечно, желание, по общему плану. Я его выкладывал в интернет. Сейчас я сделаю общую сводку всех недель и выложу его в социальные сети, чтобы вы могли ее использовать, эту подготовку в дальнейшем.
Вот. На днях мы записали еще пару обучающих видео, которые буквально через недельку будут доступны уже на канале, поэтому следите тоже. Ну и не пропустите видеоотчет по поводу соревнованиях, ради которых вообще эта вся подготовка. Вот, постараюсь интересно, доступно все изложить, все показать, как это будет происходить, как это происходит там. Вот. Ну и верьте в себя, чувствуйте свое тело, самое немаловажное, и делайте то, что приносит вам кайф. Всем пока, до скорого.